Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Corvette Z06 C8 2023 разгоняется до 100 км в час за 2,6 секунды, обладая 670 лошадиными силами, огромными задними шинами и быстросменным двойным сцеплением. Corvette Z06 хорошо вписывается в территорию McLaren 720S. Новый Chevrolet Corvette Z06 2023 года обещает быть очень быстрой машиной. C8 Stingray – уже могучая машина, способная разгоняться до 100 км в час за 2,8 секунды, а у Z06 на 175 лошадиных сил больше и шины гораздо шире. Если вы выберете пакет Z07, то Z06 получит шины Michelin Pilot Sport Cup 2 RPT, которые, вероятно, являются самыми легкими шинами для уличного движения, доступными на сегодняшний день. Поэтому неудивительно, что Chevrolet утверждает, что купе Z06 Z07 разгоняется до 100 км в час за 2,6 секунды. Принятие среднемоторной компоновки и отказ от традиционной автоматики и руководства для коробки передач с двойным сцеплением делает C8 прямолинейным зверем. Z06 также имеет более короткую бортовую передачу, чем Stingray, и у него задние шины 345/25R21, которые являются одними из самых широких среди уличных автомобилей, доступных сегодня. Учитывая все это, разумно предположить, что время разгона Chevy с 0 до 60 за 2,6 секунды является консервативным. Такое время ставит Z06 на территорию McLaren 720S, что делает его одним из самых быстрых заднеприводных автомобилей на сегодняшний день. Черт возьми, всего 10 лет назад Bugatti Veyron Supersport разогнался до 100 км в час за 2,5 секунды. Chevrolet еще не опубликовал никаких других показателей производительности C8 Corvette Z06, хотя мы подозреваем, что они будут столь же впечатляющими. И несмотря на всю эту ярость по прямой линии, Тед Швифтер, главный инженер Corvette, настаивает на том, что новый Z06 – это гораздо больше, чем просто числовая машина. Привлечение водителей было здесь главным приоритетом. Тем не менее, мы держим пари, что мы увидим много Z06, которые разрывают тормозные ленты и создают проблемы для гораздо более дорогих суперкаров. C8 Z06 не похож ни на один другой Corvette. Плоский V8, как и тот, который используется в новом Z06, имеет совершенно другой звук, чем просто самолетный V8. Слушай прямо здесь. Новый Corvette Z06 уже здесь. И как вы, наверное, слышали, он оснащен самым мощным безнадувным V8 из когда-либо созданных, от 6. Это двигатель, который радикально отличается от большинства других двигателей Corvette до него. С двумя верхними распредвалами, 32 клапанами, красной линией на 8600 оборотов, и, что наиболее важно, плоским коленчатым валом. Большинство двигателей V8, включая малоблочный двигатель Chevy, используют коленчатый вал в поперечной плоскости, с одним цилиндром, работающим на каждый поворот кривошипа на 90 градусов. При плоском кривошипе цилиндр срабатывает только на каждые 180 градусов вращения. Порядок включения, типичный для плоского V8, означает, что эти двигатели, по сути, представляют собой два четырехцилиндровых двигателя, соединенных общим кривошипом. Звук, который выходит, больше напоминает четырехцилиндровый, но с дополнительным уровнем богатства. Плоские V8 обычно вращаются выше, чем их коллеги с кросс-плоскостью, что способствует более высокочастотным тонам наверху. Сложно сказать, что новый Z06 больше похож на Ferrari, чем на любой Corvette до него. Это чертовски прекрасный звук, гораздо более экзотичный, чем у однополых V8 с малым блоком, которыми корветы стоят уже 66 лет. Инженеры Corvette также много работали над настройкой выхлопной системы L6. Имеются коллекторы из нержавеющей стали 421 и новый центральный выход для 4-граммных выхлопных труб. Эти хромированные детали сзади, не столько наконечники, сколько резонаторы. По форме они напоминают трубный колокол, но обращены к передней части автомобиля, чтобы усилить звук выхлопа в кабине. Непривычный звук для Corvette, но я чувствую, что мы к нему привыкнем. Chevrolet Corvette Z06 2023 года – американский спортивный автомобиль нашей мечты с мощностью 670 лошадиных сил и 8600 оборотов в минуту, с карбоново-керамическими тормозами, шинами Michelin Cup 2R и большей аэродинамикой, чем когда-либо. C8 Z06 полностью переписывает игровое поле суперкара.
Народ, наконец-то он здесь. После долгих лет ожидания компания Chevrolet представила миру Corvette Z06 2023 года со средним расположением двигателя. И судя по характеристикам, это будет самая крутая машина из Америки за долгое время. Гвоздь шоу, конечно же, двигатель. Исчез 6,2-литровый толкатель 2V8, установленный в стандартном C8, заменен полностью новым 5,5-литровым блоком с двумя верхними распредвалами, получившим название L6. Версия двигателя, установленного на гоночном автомобиле C8, R с 2019 года. В нем используется плоский коленчатый вал и сравнительно короткий ход, что позволяет ему полностью разогнаться до красной черты 8600 АП. Алюминиевый блок с коваными алюминиевыми поршнями и коваными титановыми шатунами соединен с головками с камерами сгорания и впускными отверстиями, обработанными на станке с ЧБУ, с пружинами двухспиральных клапанов и выпускными клапанами из титана, заполненными натрием. Также имеется новый раздельный впускной коллектор с двумя 87-мм корпусами дроссельной заслонки и шестиступенчатая система смазки с сухим картером с индивидуальной продувкой картера, гарантируя, что вы никогда не будете испытывать масляный голод в двигателе во время крутых поворотов. Результат – невероятные 670 лошадиных сил. При 8400 оборотов в минуту, и все это без принудительной индукции. Довольно безумно, если учесть, что уходящему C7 Z06 нужен был нагнетатель, чтобы сделать на 20 лошадей меньше. Z6 будет собран вручную вместе с остальной частью Z06 в Боулинг Грин сборочного завода Chevy в Кентукки, показывая налет на впускном коллекторе, отображающий подпись специалиста, который собран двигатель. Как и на обычном Stingray, мощность передается на задние колеса через 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Укороченное передаточное число главной передачи 5,56 и дифференциал повышенного трения с электронным управлением из пакета Z51 от C8 будет входить в стандартную комплектацию, что позволит бесконечно регулировать вход и выход из поворота. Инженеры Chevy отремонтировали не только двигатель. Весь автомобиль был переработан для большей производительности, начиная с внешнего вида. Крылья были расширены на 1,18 дюйма спереди и 1,57 дюйма сзади, чтобы разместить кованые алюминиевые колеса размером 20 на 10 дюймов спереди и 21 на 13 дюймов сзади. Резина Michelin Pilot Sport 4 SPK будет стандартной, размер 275/30 ZR20 спереди и 345/25 ZR21 сзади. Они покрывают более крупные тормоза роторами Brembo размером 14,6 дюйма спереди и 15 дюймов сзади с 6-поршневыми суппортами впереди и 4-поршневыми сзади. Эта более широкая стойка означает больше вентиляции, а значит, больше воздуха для охлаждения трансмиссии и тормозов. Новая передняя панель, вдохновленная C8R, предназначена для направления холодного воздуха в центральный теплообменник. Z06 получил новый передний сплиттер и специальный задний спойлер с фиксированной плетеной клюшкой. Chevy требует 365 фунтов дополнительной прижимной силы по сравнению с обычным C8 на скорости 186 миль в час. Также есть дополнительный аэродинамический пакет из углеродного волокна, который включает в себя больший сплиттер, самолеты для погружения, большее крыло и обвесы под днищем для еще большей устойчивости. Сзади вы найдете новый бампер с установленным по центру 4-трубным выхлопным отверстием. Последняя версия Magnetic Ride Control связана со специальной настройкой подвески для Z06 с полным набором программного обеспечения Chevy для управления тяговым усилием, включая управление запуском. Тем, кто планирует часто ездить на трассу со своим Corvette Z06, стоит рассмотреть вариант с пакетом Z07. Незаменим для энтузиастов, одержимых производительностью, он поставляется с вышеупомянутым аэропакетом из углеродного волокна, а также специальной настройкой подвески и шинами Michelin Sport Cup 2R, разработанными специально для этой платформы. Z06, оснащенные Z07, также получают карбоново-керамические тормоза Brembo с более крупными, 15,7-дюймовыми передними роторами и 15,4-дюймовыми задними дисками. Покупатели могут дополнительно выбрать комплект колес из углеродного волокна, разработанный Carbon Revolution, что позволяет снизить неподрессоренную массу на 41 фунт по сравнению со стандартными колесами. В салоне Z06 используется та же базовая компоновка, что и стандартного C8, но повсюду используются высококачественные материалы, чтобы у покупателей сложилось впечатление, что они водят что-то еще более особенное.
Повсюду предлагается множество кожаных и замшевых точек соприкосновения, а также доступно множество вариантов отделки из углеродного волокна. На выбор предлагаются 3 варианта дизайна сиденья, 7 цветов салона и 6 цветов ремня безопасности. Chevrolet ожидает, что производство Corvette Z06 2023 года начнется во втором квартале 2022 года, цены еще не опубликованы. Зарубежные покупатели будут рады узнать, что Chevy планирует продавать Z06 на мировом рынке. Доступны варианты с левым и правым рулем и сажевыми фильтрами, необходимыми для соответствия местным нормам по выбросам. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.